Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Громкая история группового изнасилования студентки. В конце 2012 года Индию захлестнули массовые протесты, в результате которых законодательство значительно ужесточило тюремные сроки за изнасилование. В течение длительного времени групповое изнасилование, произошедшее в Дели, стало одной из самых обсуждаемых в мировых СМИ тем. Жестокое преступление, которое потрясло уже привыкших к новостям об изнасилованиях жителей Индии, произошло 16 декабря 2012 года. Джиоти Сингх Пандей, проходившая обучение в интернатуре и собиравшаяся стать врачом, возвращалась домой из кинотеатра в торговом центре City Walk после просмотра «Жизни Пи» со своим 28-летним другом Авниндрой Пратапом Пандеем. Молодые люди сели в частный автобус, приняв его за рейсовый. Ошибиться было легко. В столице Индии действует как государственный общественный транспорт, так и множество видов частных автобусов. Они ехали из района Мунрика в район Дварка на юге Дели. Молодые люди передали деньги за проезд и зашли в автобус. Следом зашло 5 молодых людей. Как оказалось, банда хулиганов, колесившая по городу в поисках приключений. Почти все из квартала трущоб Рави-Дас, заселенного выходцами из сельских районов. Когда пара села в автобус около 9 часов вечера, группа мужчин, последовавшая за ними, были сильно пьяны. Они начали приставать к ней, спрашивая, почему она задержалась с мужчиной. Когда ее друг попытался вмешаться, ему заткнули рот, а затем ударили железным прутом. Затем они ударили женщину тем же прутом, чтобы обездвижить хоть на какое-то время, и изнасиловали. Причем сделали это с особой жестокостью, в то время как водитель продолжал движение автобуса. По сообщениям СМИ, мужчины использовали в том числе некий предмет, предположительно тот же железный прут, не только для того, чтобы избивать пару. Затем преступники раздели молодых людей и около 11 часов вечера выбросили их из автобуса на полном ходу. То, что происходило с Джиоти Сингх в течение этого времени, способно вызвать недоумение у каждого, кто вынужден выслушать подробности. Прохожий позвонил в полицию, увидев 2 обнаженных избитых тела на дороге, которая забрала пару и отвезла их в больницу. Пандей была доставлена в больницу в критическом состоянии. Она перенесла несколько операций. Врачам пришлось удалить часть кишечника, и необходимо было продолжать восстанавливать организм с помощью еще не одной операции. Но она находилась в критическом состоянии, и оно только ухудшалось. Несмотря на свое состояние, девушка дала показания полиции. Говорить она не могла, но писала сообщения медсестрам, врачам и полиции. Кондуктор закрыл двери автобуса. Затем он выключил свет, подошел к моему другу, начал оскорблять и избивать его, сказала Джиоти полиции, лежа на больничной койке. Они схватили меня и повели к задней части автобуса. Порвали на мне одежду и по очереди насиловали. Они били и насиловали меня железным прутом. Водитель автобуса также меня бил и оскорблял. Половину времени я была без сознания, но всякий раз, когда я приходила в себя, меня избивали или использовали. Мой друг пытался спасти меня, но эти люди ударили его железным прутом по голове, и он тоже терял сознание. Они сняли с меня и моего друга одежду и выкинули нас из движущегося автобуса. Травмы ее интимных частей тела и живота чрезвычайно серьезны, сообщил один из источников в правительственной больнице, где она проходит лечение. Следующие 72 часа были решающими. Спустя несколько дней после того, как стали известны подробности изнасилования, на улицах Дели начали собираться стихийные демонстрации.
Их участники требовали смертной казни для уже задержанных к тому времени 6 подозреваемых и принятия мер к прекращению насилия в отношении женщин. Демонстрации, иногда переходившие в беспорядки, наиболее активно продолжались в течение 10 дней после преступления. Полиция разгоняла их участников при помощи водометов и слезоточивого газа, запрещала проведение массовых акций в центре столицы и в конце концов просто перекрыла центральные дороги города. 26 декабря министр принял решение доставить Джиоти в специализированную больницу по трансплантологии в Сингапуре. Некоторые предположили, что настоящая причина заключалась в том, что он не хотел, чтобы она скончалась в индийской больнице, которая станет центром более жестоких протестов. Там врачи боролись за ее жизнь еще 3 дня. Однако спасти студентку не удалось. 29 декабря она скончалась. В тот же день подозреваемым в совершении преступления были предъявлены обвинения в убийстве. В свое оправдание осужденные заявили, что изнасилование стало мерой наказания за непотребное для индийской девушки поведение. Порядочная девушка не будет шляться по городу в 9 часов вечера. Основная ответственность за изнасилование лежит на девушке, а не на мужчине. Джиоти Сингх сопротивлялась насильникам. Она боролась с 6 мужчинами, в то время как один из них вел автобус, а ее друг лежал без сознания. Ее ошибкой было сопротивляться нам. Она должна была молча дать себя изнасиловать. Если бы она так поступила, после акта, мы бы просто выкинули ее парня из автобуса. Так продолжил один из осужденных. На теле 3 осужденных полиция нашла следы укусов, что стало доказательством сопротивления жертвы. Для женщин Индии ее сопротивление и борьба за жизнь стало символом отваги. В СМИ, которым было запрещено разглашать имя девушки, появились заголовки с различными псевдонимами жертвы. В числе псевдонимов встречались Аманат, Сокровище, и Дамини, Свет. Наиболее распространенным стало Нирбхая. В переводе с хинди слово означает «бесстрашное». Мировые СМИ в подробностях освещали протесты в Дели и ход расследования преступления. Погибшую девушку окрестили в прессе дочерью Индии. Довольно показательным является и то, что первым распространило информацию о том, как звали девушку, скончавшуюся 29 декабря, как раз иностранное издание. Долгое время индийские СМИ хранили ее имя в тайне, поскольку данные о жертвах изнасилования в стране разглашать запрещено. В начале января в интервью британскому таблоиду The Sunday People 53-летний отец девушки Бадри Сингх Панди все же сообщил, как ее звали. Он подчеркнул, что обнародование ее имени придаст мужество другим женщинам, которые стали жертвами сексуального насилия. Бадри продолжил, что не хочет видеть лица предполагаемых насильников его дочери. Он лишь желает, чтобы виновные в этом варварском акте были повешены. Наказать их всех до смерти. Они не люди, они животные. Предварительные слушания по делу начались 7 января 2013 года. Перед судом предстали 5 мужчин, в том числе и водитель автобуса. Братьям Раму Сингху и Мукешу Сингху, а также Павану Гупте, Винаю Шарме и Акшаю Тхакуру грозит смертная казнь. 2 из них, Шарма и Гупта, согласились пойти на сделку с правосудием и дали показания на соучастников преступления. 6-й мужчина, находившийся в автобусе и арестованный по делу об изнасиловании, Махамад Афроз. Согласно его сертификату об образовании, ему 17 лет и 8 месяцев. Соответственно, его дело будет рассматриваться отдельно в специальном суде для несовершеннолетних. По данным полиции, Афроз был одним из самых жестоких соучастников преступления. Его подозревают в том, что он лично дважды изнасиловал девушку, разорвал ей кишечник и предложил выбросить ее из автобуса. При этом он единственный, к кому не может быть применена смертная казнь из-за его возраста. Более того, по данным International Business Times, по действующему законодательству Индии максимальное наказание для несовершеннолетнего – 3 года лишения свободы. В 2013 году суд Индии приговорил к смертной казни 4 участников группового изнасилования студентки: 26-летнего Мукеша Сингха, 20-летнего Виная Шарму, 28-летнего Акшая Тхакура и 19-летнего Павана Гупту. Судья Йогеш Кханна пришел к выводу, что все они будут казнены через повешение. После смертного приговора вопль одного из обвиняемых, Виная Шармы, заполнил крошечный зал суда. Шарма упал в рыданиях.
«Это не победа истины, это поражение правосудия!» — крикнул судья-адвокат обвиняемых. В частности, адвокаты Мукеша Сингха утверждали, что он не принимал участия в изнасиловании, хотя и не препятствовал этому. По их мнению, суд должен был проявить к нему снисхождение. В наше время, когда уровень преступности в отношении женщин находится на подъеме, суды не могут закрывать глаза на такие ужасные преступления, сказал судья, объявляя приговор. Обществу должно быть показано, что не будет никакой толерантности, поэтому я постановил приговорить их к смерти. Он заявил, что преступление шокировало общественное сознание Индии. Судья отметил, что этот случай редчайший из редких. Были учтены тяжесть преступления и бесчеловечные издевательства над потерпевшей. Толпа, собравшаяся возле здания суда, встретила смертный приговор громкими приветствиями и аплодисментами. Шестой член банды и их предполагаемый лидер, 33-летний Рам Сингх, брат Мукеша, был найден повешенным в начале 2013 года в тюрьме в Дели. Власти заявили, что он повесился, но его семья утверждала, что он был убит. Смертный приговор через повешение был приведен в исполнение 20 марта 2020 года в делийской тюрьме Тихар. Но сообщения о новых изнасилованиях приходят чуть ли не каждый день. Так, в Пенджабе водители кондуктора автобуса завезли одинокую пассажирку в дом на окраине и насиловали всю ночь. В штате Ориса преступники подкараулили семейную пару, мужа избили и связали, а жену долго насиловали у него на глазах. Из штата Гоа пришло сообщение об изнасиловании 7-летней девочки прямо в школьном туалете, после чего школу чуть было не взяли приступом. Новые насильники как будто бросают вызов молодежи на площадях. Посмотрим, мол, кто кого. Впрочем, профессиональные журналисты не удивляются. Насилия не стало больше, уверяют они. Просто после дела Джоти Сингх эти случаи начали попадать на первые полосы. Расследование инцидента вскрыло большие недостатки в индийском законодательстве и правоприменительной практике. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх, пытаясь успокоить протестующих, пообещал, что его правительство предпримет все возможные меры для того, чтобы обеспечить безопасность женщин в стране. Вскоре власти Индии создали специальную комиссию под руководством бывшего главного судьи Джагдиша Шарана Вермы. Эта комиссия должна в течение 30 дней подготовить предложение об изменении законодательства и ужесточении наказания за изнасилование и другие преступления на сексуальной почве. Сейчас максимальное наказание за изнасилование – пожизненный срок, но в правительстве обсуждается введение высшей меры наказания для особо жестоких случаев. Среди представителей индийских властей и крупных общественных деятелей звучит идея назвать новый закон, в котором будет прописано наказание за изнасилование именем погибшей 23-летней студентки. Родственники Джоти Сингх Пандей, как сообщается, уже дали на это согласие. Жестокое преступление вызвало возмущение не только в самой Индии, но и за ее пределами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти страны обеспечить безопасность женщин и сделать все возможное, чтобы помочь жертвам насилия. Свои соболезнования родственникам погибшей выразило и американское посольство в Дели. Индийская диаспора провела демонстрации рядом с посольствами своей страны в Париже и Лондоне. Их участники требовали немедленной реакции властей. На суде один из адвокатов нападавших сказал, что пострадавшие не должны были пользоваться вместе общественным транспортом, появляться на улице вдвоем поздно вечером, если не состоят в браке. Он подчеркнул, что никогда не видел, чтобы кто-то насиловал уважаемую женщину, и добавил, что пострадавший парень также виноват в инциденте, потому что не защитил женщину. На первый взгляд, жизнь современных молодых индийских женщин сильно отличается от жизни их матерей. Вместо традиционного сари они носят джинсы и футболки, тусуются в кофейнях, сидят в социальных сетях и общаются с мальчиками, как это делают их западные сверстницы. Но есть и другая сторона медали. В Индии преобладают традиционные взгляды, и до сих пор широко распространено мнение, что девочки, которые не носят сари, ходят в бары и общаются с парнями, должны быть наказаны. Как раз таких взглядов и были те мужчины, что не уважали ее как личность. Ее стиль одежды сыграл свою роль. На ней был топ и короткая юбка. И многие девушки, кто подвергаются насилию, физическому, моральному, сексуальному, в Индии не сообщают об этом в полицию именно потому, что считают,
что действия преступников оправданы этими самыми взглядами. В индийской редакции комментатор Тунку Варадраджан писал, что общественность должна помнить Джоти Сингх. Ее имя, а не Нирбая, неустрашимая. Мы должны почтить ее память и голосовать за принятие закона, который будет обеспечивать, что тех, кто совершает изнасилование в возрасте до 18 лет, получат такое же суровое наказание, как и взрослые. Это сокрытие имен под видом дани уважения только укрепило индийскую веру в то, что изнасилованная женщина — это женщина запятнанная, носительница пятна, которая никогда полностью не исчезнет. Назвать ее значит опозорить ее, писал Варадраджан. Больше никаких слащавых псевдонимов, больше никакой этой слащавой обожествленной анонимности. Давайте все освободим Джоти Сингха от удушья непродуманной святости. Создатели сняли по меньшей мере 2 документальных фильма «Дочери матери Индии» и «Дочь Индии» об этом инциденте, хотя последний фильм был запрещен индийским правительством. Семья индийской студентки-физиотерапевта, которая умерла после группового изнасилования в автобусе в Дели, планирует построить больницу или аптеку, чтобы осуществить ее мечту о предоставлении медицинской помощи их общине. Джоти мечтала стать медиком. Ее отец продал землю своих предков, чтобы дать ей образование, и работал в 2 смены, чтобы оплачивать ее обучение. Он рассказал журналистам, что в юности мечтал стать школьным учителем. Но в то время образование не считалось важным, и девочек даже не отправляли в школу. Отношение меняется, и я поклялся никогда не отказывать своим детям в образовании, поэтому их обучение удовлетворило мое стремление к знаниям. Нам никогда не приходило в голову как-либо различать желания детей. Как я могу быть счастлив, если мой сын счастлив, а моя дочь нет? Было невозможно отказать маленькой девочке, которая любила учиться. «Мы хотим построить больницу или аптеку в ее честь в нашей деревне», сказал ее дедушка в интервью Sunday Times. «А еще построим дорогу с твердым покрытием, чтобы почтить ее память. Она хотела спасать жизни». После того, как Мохаммад Афроз был освобожден спустя 3 года, родители Джоти Сингх обратились к средствам массовой информации, заявив, что семья проиграла этот раунд. «Преступность победила, мы проиграли», сказала Аша Сингх. «Все наши усилия, которые мы прилагали в течение этих 3 лет, потерпели крах. Если бы они понимали боль моей дочери, если бы они понимали мою боль, преступник не был бы свободен. Он заслуживает такого же наказания, что и 4, которым вынесли смертный приговор», продолжил Бадри Сингх. «Это должно послужить историческим примером для общества, что если вы будете так обращаться с женщинами и девочками, пощады не ждите». Тяжело даже представить эту ситуацию, эту ужаснейшую трагедию. А теперь представьте масштабы. В 2011 году в Индии было зафиксировано около 24 тысяч изнасилований. Более 17% изнасилований в стране произошло в Дели. А сколько случаев были скрыты? Этот город считается не только административным центром страны, но и столицей насилия. Как вы считаете, те законы, что были приняты после трагедии с Джоти, изменили положение в Дели? Согласны ли вы с тем наказанием для несовершеннолетнего или с теми традиционными взглядами на современную девушку или женщину в Индии? Пишите свое мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.